Right now we're in the Tverdovsky region of Donetsk, and we're here with Angela, and this is her home, and she had a problem this evening. Her home was hit by Ukrainian shelling. Можете сказать, что произошло сегодня? Ну, сегодня ночью, вчера был обстрел, целую ночь обстреливали, потом была тишина, где-то минут 15-6 была полностью тишина. Утром тоже была тихо. В 10 часов начался у нас опять обстрел. Ну, сразу не сильно, тихо, потом все сильно, сильнее и сильнее. Где-то часа в 2, полтретьего закончилось. Сегодня буквально минут 15 седьмого. Губ, сильнее. Думаю, возьму ключи и пойду замкну калитку. Только подходить в входной двери сюда, приоткрывать дверь, оно как гупнуло. Все тут с коридора чернота была. Ну, сейчас проветрилось немножко, дым, воняло гарью. Выхожу, вот оно окно разбитое, коридор, и тут воронка. And откуда это стреляет? Что? Откуда стреляют? Откуда? Вот она Марьянка, вот она Марьянка, вот она Красногорка, вот он широкий совхоз, который стоят прихлебатели Зеленского. Это точно от этой страны, потому что твоя дома здесь. Если это было оттуда, это невозможно. Вот она Красногорка, вот она Марьянка. Ага, и кто там? И вот он совхоз широкий. Ага, и кто там? Украинцы стоят, украинская армия, прихлебатели Зеленского. Как? Я их по-другому не могу назвать. Зеленского прихлебатели. И зачем они стреляют здесь? Значит, им выгодна эта война. Нам она не нужна, эта война. Нас 8 лет уже бьют. Нам не нужна эта война. Мы не хотим этой войны. Только за что мы страдаем, мирные люди, дети за что страдают? Которых они поубивали, мирных людей, сколько они поубивали, детей поубивали. За что? За что? Кому-то что-то видно деньги там или как, или какой-то у них там. Я не могу объяснить, за что мы страдаем. Не могу я вам честно сказать объяснить, за что. Now, это поселок. Это поселок Трудовских, да. Это военный здесь? Военные нету тут военных, нету, тут живут мирные люди. Но украинские войска и Зеленский сказал, они не стреляют на Гражданский. Они сказал, когда пресса и кто сказал, они стреляют на Гражданский, это русский пропаганда. И они сказали, точно, они не стреляют на Гражданский. Это получается, Зеленский по нам не стреляет, мы по нем стреляем. А чем же мы стреляем по нем? Подождите, я гражданский человек, да, я гражданский человек. У меня есть автомат, у меня есть там минометы, там танки, там БТРы, МУЕРы, там как там еще можно. Я взяла и стреляю по нем, да? У нас нету тут военных, у нас нету, живут тут мирные люди, которые работают, шахтеры, учителя, врачи, медсестры, дети ходили в школу, в садики. Понял. А сейчас мы никуда, мы сейчас сидим на одном месте, мы никуда не можем выйти. Вы будете эвакуация, потому что Пушлин сказал, нужна эвакуация. Мы не поехали, мы не бросим свой дом. Мы не бросим свой дом, мы тут живем, мы жили тут 8 лет, мы будем жить. Мы любим свой город Донецк, мы его очень сильно любим, наш город Донецк. Мы здесь выросли, мы здесь родились, мы здесь выросли. Well, there you hear it from the people that are living this war. Ukraine army is continuing to fire on civilians. I mean, this is something that's been happening for the last 8 years. We can see a little bit of the result here to her windows here that were broken. And if we walk outside, we can see more of the damage that was caused. I mean, as we walk through her kitchen here, and now we start to get into the more damaged areas. Here we have this glass and the outside of this window. Now, if we look down here, this is where the actual shell hit, and we can see if we come a little closer, we can actually see the mortar shell itself here. Now, she says this was shot from Ukraine-controlled territory. She doesn't know why they keep firing on civilians.
There's no military here. This is a civilian area, Да, and коллеги, Ukraine приветствую. Я continues нахожусь to в do this. Петровском районе. We're going to continue to cover this important developing story here and bring you all of the information. So please like this video, share it across all social media. I'm going to show the world together what's really happening here. Приди, пожалуйста, женщина упала, поломала копчик. Звонит, приди, пожалуйста, посмотри, у меня вот потолок упал. Я через забор перелезла, полезла на чердак, ничего не горит. Женщина на ходунках. Кают, сдохнет этот Зеленский, тварь. Если его потомки вонючие сдохнут. У меня ребенок сидит, трусится. Ребенку 16 лет. Старший живет у бабушки. За что? Скажите, пожалуйста, люди добрые, за что нас обстреливают? За что? Что мы этому твари сделали Зеленскому? Извините за выражение, сука, горит в аду. В смоле горячей горит. И он, и все его потомки, и все его поколение горит в аду. За что мы страдаем 8 лет? За что? Невинные люди, дети, за что? Погибают, за что наши дети погибают? За что? We just got a little more information that around the corner on the next street was another impact, and we heard a couple shells in the distance. So we decided to get a little safer and put on the vest and helmet. Чтобы их позвать. Идите во двор, их собаки нету. Ну, одели бы пошли. Ну что же вы так? Не вздумайте. Потому что я надеюсь на совесть. And we found the second home that was hit just one street over. And as you can see, there's damage to the roof. She said this roof has stayed up for 65 years with the ceiling. But she's a little hesitant to go on camera because her children are in Ukraine-controlled territory. She doesn't want any problems for them. And that's two homes that have been hit by Ukrainian shelling this evening. Some of the residents are a little more verbal than others about what they feel about Ukraine shelling their villages and homes here. And this place in particular, as they said, is a civilian area on the edge of Donetsk, bordering the Donetsk People's Republic controlled territory and Ukraine. And they say there's no doubt this is Ukraine shelling these civilian neighborhoods. Now fighting's going back and forth. This is a huge escalation. It really seems like now war is imminent because it's going. It's already been going for 8 years, but now it's intensifying. So we're going to keep bringing you all the facts here on the ground in Donetsk and the surrounding areas. So please like this video, share it across all social media, and subscribe if you're new.